отличная картинка для начала моих влогов. Но следующие 2 влога, а в серии будет 3, они будут начинаться именно из поезда. Сегодня мы едем на юг России, в заповедник Утриш и Краснодарского края. Он находится в 40 минутах от города Анапа и входит в Золотое кольцо Боспорского царства. Вообще считается, Боспорское царство считается первым государством на современной территории России, если я не ошибаюсь. Мы покажем заповедники, экотропы, очень особенные места. И это крайне интересно и крайне необычно. Золотое кольцо Боспорского царства располагается на юге России. Тут когда-то в древности располагались античные города. Также является частью большого экомаршрута. В него вошли Сочинский национальный парк, государственные природные заповедники Утриш, Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Апукский. Друзья, вообще серию из этих 3 влогов хочется сделать максимально полезной. Не только показать экотропы, заповедники и то, насколько прекрасна наша природа, но важно мне сказать и сакцентировать внимание на том, что нам всем прямо сейчас, конкретно тебе, нужно задуматься о том, что ты делаешь для того, чтобы сохранить природу. Мы часто думаем, что от нас ничего не зависит, то, что я тут там кину мусор или как-то пройду мимо какой-то проблемы, ничего не решит. Если каждый из нас задумается об этом, это решит. И я подготовила несколько экосоветов, очень простых, элементарных. И если каждый из нас сможет следовать этим экосоветам, то мы, правда, коллективно сможем поменять все то плохое, что происходит в наших отношениях с природой. Находясь в Анапе, на экотропах, я хочу сказать о сохранении леса, о бережном отношении в лесу. Есть целая программа, очень важная, я прикреплю ссылку и здесь, и она будет ниже в описании. «Сохрани лес», есть такая акция по высадке лесов. В других влогах я расскажу про другие проблемы, про то, как нужно обращаться с батарейками и про то, как мы должны правильно пользоваться мусором и его утилизировать. Это все 3 простые вещи, следовать которым может каждый из нас. Кипарисовое озеро, озеро Сука, уникальная в своем роде экозона. По берегам вокруг озера растут скальные дубы, множество подвидов можжевельника, грабовые и фисташковые деревья. Очень красиво и сказочно, если честно. Прямо в воде здесь растут 32 североамериканских болотистых кипариса. В этом году из-за продолжительной засухи озеро пересохло, что позволило кипарисам дать новые семена. Их аккуратно высадили и вернули в рощу уже подросшими саженцами. Сейчас с помощью пожарной спецтехники организован еженедельный полив кипарисов. Но по пути в заповедник Утриш обязательно нужно заехать в такое фантастическое место. В годах 30-х высадили вот такие красивые кипарисы. Вообще они обычно стоят в воде, но нам посчастливилось. Посмотрите, как они красиво выглядят. Сейчас, если еще выйдет солнце, будет вообще космос. И вот такие вот оранжевые листья. Просто космически выглядит, вообще просто. Сюда, конечно же, приходит очень много людей фотографироваться, но это правда очень красиво, особенно для творческих людей. Я безмерно рада, что есть молодые ребята, которые занимаются охраной природы, и вот около 100 с лишним саженцев сейчас взяли маленьких. Ой, какой он классный. Ребятки, он такой классный вообще. Понимаю, что все мы много путешествуем, и мы в том числе, и очень сложно сейчас чем-то удивить. Но знаете, удивительно, как бы это банально не звучало, удивительно в простоте. Самые красивые вещи, которые я видела в своей жизни, они всегда связаны с природой. И когда ты можешь остановиться, не смотреть на какой-нибудь выстроенный 150-этажный дом, а просто остановиться и увидеть, какая красивая природа, но вот эти чувства, которые зарождаются внутри, они ни с чем не сравнимы. Это прям вау! Смотрите, еще раз, немножко солнце вышло. Так, вот, собственно говоря, я прошла по берегу. Здесь эти замечательные кипарисы.
А вот в этой стороне за мной находится одна из 3 экотроп Савина щель. Конечно, самое интересное, что есть в заповеднике, это экотропы, которые круглый год открыты для туристов. Они разной длины и сложности. Внутри же их официально 3. Савина щель, каньон и береговая. Савина щель – одна из основных экотроп заповедника. Здесь до нынешнего времени сохранились древние ксерофитовые леса, очень много исчезающих птиц и животных. Расстояние 1,5 километра, время в пути более 2 часов. Но самое интересное, что маршрут пересекают многочисленные черепашьи тропы. Здесь обитает уникальная средиземноморская черепаха Никольского, которая находится на грани вымирания. Как утверждают ученые, полуостров действительно образовался в результате мощного землетрясения. Отсюда и появились уникальные голубые лагуны, обрамленные древними острыми скалами с водопадами и чистыми ручьями, уходящими прямо в море. Вы можете себе это только представить. Еще одна из интересных историй. У береговой линии в 40 метрах местный дайв-клуб наткнулся на затопленные останки древнего мегалитического города, который очень уж похож на перуанские мегалиты. Это место хранит много тайн, но не всем они открываются. Ребят, вот я стою на берегу, и тут, конечно, невероятно красиво и романтично. Просто такая береговая линия открывается, я вам сейчас покажу. Вообще здешние места усеяны разными легендами. Кто-то говорит, что давным-давно здесь проплывали аргонавты в поисках золотого руна. А еще кто-то говорит, что легенда про Зевса и Прометея родилась именно здесь, на скалах, и береговая линия именно этой местности был прикован Прометей, который подарил человечеству огонь из своего сердца. Представляете? Но неудивительно, когда ты особенно имеешь возможность увидеть все с высоты птичьего полета или с высоты, или со стороны моря, конечно, поражает красота природы. Глобальная проблема любого леса – это вырубка и пожары, то есть человеческий фактор. Можжевельники растут тысячи лет, а сгорают за секунду. Летом здесь бушевал пожар в течение 2 суток. Возгорание возникло в сосновом лесу на прилегающей к заповеднику территории, но из-за сильной засухи в скором времени охватил и реликтовые деревья. Но вот вопрос, как лично мы можем спасти леса? Во-первых, не оставлять мусор во время пикников на природе, не разжигать костры для своего удовольствия. А самое, наверное, главное, участвовать в бесплатных экологических инициативах может сейчас каждый. Например, высаживать деревья в лесу или городских парках. В этом году в рамках акции «Сохрани лес» в России высадили 42 миллиона деревьев. Ты тоже можешь это сделать. Ну что, я иду по экотропе Утриж. Утриж, кстати, с черкесского переводится «усыпь камней». И уникальность всего происходящего, что экотропы, их оставляют максимально нетронутыми, чтобы они не просто являлись, они правда являются частью нетронутой природы. То есть это не заповедник, как парк, это экотропа, в которой все максимально натурально. Вот по экотропе, которой я сейчас иду, она уникальна своими деревьями, можжевельником, уникальным можжевельником, потому что можжевельники, которые здесь находятся, они здесь более 62 миллионов лет назад появились. Вы можете себе представить, как это ценно и дорого? Сейчас вам покажу саму тропу. Вот так это все выглядит натурально. Уникальность еще в том, что можжевельник и вообще охрана любой природы крайне нуждается в бережном отношении к себе.
потому что вспыхивает и горит он как спичка очень быстро. И тут очень важно, как человек взаимодействует с природой, как человек охраняет природу и как он заботливо должен к ней относиться. Но на самом деле конкретно эта тропа полностью, если ее проходить, нужна экипировка, правда, нужно будет подниматься и иметь специальную обувь. Но это не проблема, я думаю, если вы хотите единения с природой, насладиться, то это все реально. Честно сказать, когда посещаешь подобные места, переполняет какая-то необъяснимая гордость. То ли от величия природы, то ли от того, что ты осознаешь тонкость и хрупкость всего живого вокруг. И как важно к ней бережно относиться, восхищаться. Мне написало десятки людей во время наших съемок с вопросом: «Это вы где? В России?» Я с гордостью говорила «да». Повторюсь, все в наших руках, и никто, кроме нас, не может сохранить природу. Тут главное не перекладывать ответственность на кого-то другого. С радостью всех теперь приглашаю в путешествие по Боспорскому царству. Чтобы ваше путешествие на юг было максимально удобным, я собрала мини-гид по Утришу и окрестностям для идеальных выходных. Билеты S7 туда-обратно, Москва-Анапа, всего 2 часа в воздухе, и вы на месте. Для проживания очень советую отель «Утесов», мы в нем тоже останавливались, построенный в скале, вид сумасшедший. Здесь же прекрасное место для ужина, ресторан «Националь» с невероятным видом на море. От Утесова и маяка по соседству начинается красивая городская набережная, по которой гуляют самые ухоженные коты на свете. Или букируйте Гранд-отель, тоже стоит на берегу, но в другой части города, где песочный пляж, не такой камерный и стильный, зато есть бассейн на свежем воздухе с подогревом. Локация, которая свела нас с ума, Кипарисовое озеро в Суко, от Анапы полчаса на машине. Заповедник Утриш, про экотропы я вам уже рассказала. Там же можете пообедать свежими морепродуктами в ресторане Форт Утриш. Тоже очень красивый вид и очень хороший сервис. В этот раз мы не успели заехать ни в одну из виноделин, а ведь только в районе Анапы около 30 хозяйств. Моя подборка обязательно к посещению. Виноградник Гайкадзора, долина Левкадия, богатые истории Абрау-Дюрсо и чудесная усадьба Семигорье. Также в 2 часах езды от Анапы на машине можно добраться до безумно красивой локации Генеральские пляжи, усыпанных ракушками, или до заброшенного высокогруза Рио. Обязательно оставляйте свои комментарии, свои советы. Будет очень интересно почитать и послушать ваши личные лучшие места. Подписывайтесь и ставьте лайки. Давайте начнем путешествовать по России вместе.